Бывают моменты, когда человеку не нужно писать ни слова, чтобы заставить весь фандом замереть. И некоторое время назад Тэхён сделал именно это. Он просто поделился песней. Без подписи. Без эмодзи. Просто музыка. Но для тех, кто внимателен, этого было более чем достаточно. Некоторым фанатам выбор песни Тэхёна показался обычным. Но для тех, кто понимает динамику Тэгука, это была не просто рекомендация. Песня была от Брокемптон, группы, известной своей смелой открытостью в вопросах идентичности, личного опыта и сексуальной ориентации. Кевин Абстракшн, одна из ее центральных фигур, с 2016 года был голосом, нормализующим разнообразие. Он не хочет быть просто иконой. Он хочет быть полноценным человеком. И Тэхён решил поделиться такой музыкой. Тонкий сигнал, но его нельзя было игнорировать. Как тени и свет, фандом разделился. Одни поняли. Другие отвернулись. Некоторые поклонники Тэгука сразу почувствовали, что выбор песни не случайен. В нем есть мягкий посыл, молчаливая поддержка, возможно, эмоциональное направление, которое он пытается передать молча. Это Тэхён. Но есть и те, кто предпочитает закрывать глаза, отказываясь от любой интерпретации. Или, что еще хуже, намекая, преуменьшая или даже искажая смысл, который он, возможно, пытается донести. И, по иронии судьбы, именно их больше всего оскорбляет текст песни. Но те, кто по-настоящему понимает Тэхёна, знают, что он часто передает большие вещи через маленькие поступки. А для тех, кто давно следит за Тэгуком, эта песня ощущается как еще одна глава в тайной истории, которую понимают только они двое. Нет абсолютных доказательств. Нет заявлений. Но есть чувство. Чувство, которое годами читалось в их взглядах, в том, как они двигаются в одном пространстве, в нежных жестах, слишком естественных, чтобы быть совпадением. С другой стороны, Чингук находится в утомительном водовороте. Слухи обрушиваются на него, словно волны, не дающие передышки. Конфликт обострился, когда компания выпустила программу, которая больше походила на коммерческий инструмент, чем на средство защиты. Чингук был предоставлен сам себе, в то время как Чимин играл более заметную роль в этом формате. Многие армии начали задаваться вопросом, почему Чингук остался один на один со всем этим. И когда фандом начал сомневаться в этом, токсичные группы увидели в этом свой шанс. Каждый день они создавали ложные теории, оскорбительные комментарии и истории, намеренно направленные на то, чтобы очернить его репутацию. Что еще страшнее, технологии искусственного интеллекта начали использоваться для создания фальшивых разговоров и сцен, которые казались реальными. Цель была ясна – скрыть правду, навредить имиджу Чингука и посеять ненависть. Но многие не осознавали, что нападки были направлены не только на Чингука. Здесь было что-то более тонкое, более зловещее. Здесь было что-то более зловещее. Его близость к Тэхёну. Каждый их прошлый момент, взгляд, смех, легкий жест был взят, извращен и использован как топливо для разжигания внутреннего конфликта внутри фандома. Они пытались расколоть сообщество, посеять сомнения и опровергнуть то, во что многие давно верили, что у Чингука и Тэхёна были необычные отношения. Но те, кто следил за этими 2 годами, знают одно. Их отношения незыблемы. По мере того, как слухи разгораются, а нападки становятся все более яростными, давние фанаты становятся еще более сплоченными. Они не хотят, чтобы Чингук и Тэхён стали орудием раздора. Они знают, что задолго до этой драмы эти двое продемонстрировали нечто неоспоримое – постоянство. Их смех. То, как они находят друг друга в толпе. То, как они понимают друг друга, даже когда не говорят. Ничто из этого не может быть подделкой. И это самая загадочная часть. Иногда Чингук и Тэхён, кажется, не осознают, как много они раскрывают в маленьких жестах. То, как Чингук наклоняется, как Тэхён улыбается, как они входят в зону комфорта, которая, кажется, принадлежит только им. Никакого принуждения.
Никакого сценария. Просто связь. Связь, которая заставляет мир вокруг них словно меркнуть. Поклонники всегда говорят, им не нужно подтверждение. Потому что их связь очевидна в мелочах. Мимолетное рукопожатие. Взгляд слишком мягкий, чтобы назвать его просто дружеским. То, как они понимают друг друга без долгих разговоров. И в мире, которому всегда хочется о чем-то поговорить, они оба остаются аутентичными версиями самих себя. Естественные, непритязательные, не пытающиеся никого убедить. Если это путешествие что-то и доказало, так это то, что человеческие отношения, особенно те, о которых молчат, невозможно измерить публичными мерками. Есть вещи, которые не нужно афишировать, но они чувствуются реальными в поступках. Выбор песен Тэхёна, стойкость Чингука и спокойствие, которые они демонстрируют посреди бури, это не просто совпадение. Это маленькие фрагменты большой истории, которую они никогда не расскажут по-настоящему, но всегда будут видны тем, кто следует за ними всем сердцем. Фандомы могут разделиться, мнения могут разойтись, слухи могут никогда не исчезнуть, но связи, выстроенные годами, никогда не угаснут. Именно в самых хаотичных обстоятельствах мы узнаем нечто важное. Что существуют отношения, которые не нуждаются в защите. Не нуждаются в разъяснениях. И не нуждаются в сцене. Достаточно постоянства. Достаточно присутствия. Достаточно небольших, неизменных действий. И за всем этим шумом, который пытается его разрушить, остается одна простая истина. Искреннее не может быть разрушено. Итак, эта история не о том, кто прав. Не о победе или поражении в теории фандома. Она о том, как два человека остаются верны себе. Несмотря на попытки мира навязать им свою историю. И пока они продолжают идти в одном темпе. Пока сохраняется этот взгляд. Пока эти мелочи продолжают проявляться незаметно. Всегда что-то останется. Что-то безымянное. Но ощущаемое. В конце концов, все сводится к одной простой, но всегда непростой вещи. Истина не всегда передается словами. Иногда она появляется как песня без подписи, мимолетный взгляд или небольшой выбор, понятный лишь тем, кто внимает сердцем. Тэхён своим самым спокойным образом показывает, что ему не нужно кричать, чтобы говорить. И Чингук, с присущей ему стойкостью, продолжает идти сквозь бурю, которую сам не заслуживал. Среди шума слухов, манипуляций и намеренно созданных историй, эти двое остаются на ногах не благодаря фандому, не благодаря камерам, а потому, что они остаются самыми честными версиями самих себя. И, возможно, именно в этом и заключается магия. Что даже когда мир пытается разделить, скрыть или исказить, есть нечто, чего никто не может коснуться – связь. Связь, которая годами была видна в мелочах, слишком естественных, чтобы быть искусственной. Поклонники, которые действительно понимают, не ждут признания. Потому что они видели это в тишине, в мгновениях, которые никогда не были запланированы, в том, как два человека находят друг друга среди миллионов глаз. И когда весь шум стихает, когда драма и слухи утихают. Остаются лишь две фигуры, продолжающие свой путь, спокойные, последовательные и верные. Слова не нужны. Не нужно объяснений. Есть вещи, которые остаются слышимыми. Даже если их произнести молча. А для тех, кто действительно видит, тишины более чем достаточно. И, как всегда, если вы чувствуете то же самое. Если вы верите, что эта история далека от завершения. Не забудьте поставить лайк этому видео, чтобы показать, что вы с нами. Оставляйте свои комментарии, мнения, теории или просто чувства, которые возникают после прослушивания этой истории. Я всегда читаю их все. А для тех из вас, кто новичок, подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить каждый анализ, каждую историю и каждую тему, которую могли пропустить другие.
И еще включите уведомления, потому что кто знает. Следующий момент Тхэкука может появиться без предупреждения, как обычно. Увидимся в следующем видео. Не упускайте возможности открыть глаза, не упускайте возможности открыть сердце. Потому что эта история все еще разворачивается.